Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я вам показываю кусочек из моего старого видео, где я сшила заготовку в технике крамп-квилт. Крамп-квилт — это крошечный лоскуток. Самые маленькие обрезки я не выбрасываю. Я вообще очень редко что выбрасываю при шитье, потому что любые обрезки на что-нибудь могут сгодиться. И вот в результате у меня вот такая заготовка вышла, и я не один раз утилизировала свои обрезки, делала такого плана заготовочки. И вот пришло время показать, а что можно с ними сделать. Одно из моих рукодельных полотен было практически квадратной формы. Мне пришлось обрезать совсем чуть-чуть, чтобы выровнять его и привести к размеру 48 на 48 сантиметров. Это как раз такой размер, который подходит для декоративной наволочки. Ну и буду ее, значит, делать. Я взяла флизелин такого же размера, выкроила 48 на 48 сантиметров и делаю рисунок. Я, кстати сказать, раньше уже недавно совсем даже показывала обратную аппликацию. Мы будем делать обратную аппликацию, но я делала с обычной тканью хлопковой, а сегодня решила показать вам с флизелином. И мне самой удобнее с флизелином в этот раз, потому что я использую вот эту вот заготовку из кучи маленьких лоскуточков, и она не очень стабильная, а благодаря флизелину я ее еще и укреплю. Я буду прошивать по нарисованной линии сердечко, а я хотела показать, мы флизелин укладываем клеевой стороной вверх. Клеевая сторона — это там, где вот такие маленькие точечки клея. Внутри вот у меня там получается гладенькое. И мы складываем вот гладкой стороной флизелина к лицевой стороне своей заготовки. И после этого скалываем все булавками, чтобы все это держалось, и прошиваем прямой строчкой. После того, как прострочили, я делаю маленькую надсечку очень близко к строчке внутри сердца своего и буду вырезать все это свое сердце полностью по периметру. Я сначала взяла большие ножницы, но большими ножницами очень легко можно слишком сильно резануть, поэтому у меня есть маленькие острые ножнички, и я ими вырезала это сердце. Сразу же, чтобы у меня ничего там не распоролось, потому что швы же у нас там не закреплены никак. И я проклеиваю флизелином вот этим же кусочком с сердечком, вырезанным вместе с разноцветным, и откладываю в сторонку. Я его сегодня точно буду использовать, смотрите до конца. Оно там со спокойной душой полежит, а я не буду волноваться. Флизелин выворачиваю наизнанку, и мне нужно его разгладить, чтобы у меня снаружи было только цветное. Но так как там липкая ткань получается, то для того, чтобы разгладить, я сначала вот такими французскими булавками без пластиковых головок скалываю все, чтобы у меня лежало так, как мне нужно, чтобы как можно меньше белая вот эта вот часть флизелина выглядывала. Все это дело хорошенько расправляю, разравниваю, так, чтобы все это хорошо, красиво лежало. И только после этого все начинаю гладить утюгом, потому что прилипнет, потом отдирать и все испортишь. Я лучше в другом месте накосячу. Когда он немножко закрепился, я и с обратной стороны проглаживаю так, чтобы уже все это было навечно. Вот, девочки, я вот здесь вот чуть не прорвала флизелин, когда выворачивала уголок. Надо прямо очень трепетно здесь, потому что этот флизелин, он тоненький, совсем такой нежный. Снимаю булавочки и откладываю пока что эту мою заготовку опять в сторонку. У меня очень много чего в сторонку. Точно так же я сделала из белой ткани. И теперь я беру вот эту заготовочку маленькую, которая у меня была там, и из этой белой ткани накладываю на заготовку и буду пришивать одно к другому. Почему я не взяла вот это большое? Да потому что оно слишком большое, мне такое не нужно большое. И жалко там прятать это все большое, тогда как мне нужна маленькая совсем заготовочка. Это большое сердце я использую в другом месте. После того, как прострочила по периметру, я срезаю лишние детали, лишние части моей вот этой вот красоты. Во-первых, они там совсем не нужны, они будут сильно очень утолщать эту мою заготовку, а я с ней еще дальше
предполагаю работать. А во-вторых, я из них потом что-то опять также могу их использовать. Самое главное, не отодвинуть это в сторонку, а сразу привести к нормальному виду. Это занимает буквально 2 минуты, но зато я потом смогу использовать эту часть где-то в своих проектах. Осталось совсем немножко мусора, его я уж точно выкидываю. Точно такую же я сделала еще вот с такой вот красивой, такой, можно сказать, почти новогодней ткани, зеленой с красненькими цветочками. И точно так же скалываю, все прошиваю. Заднюю сторону обрезала, сзади все опять выглядит красиво. Кстати, вот эту зеленую я прорезала очень аккуратно, чтобы у меня сердечко это осталось внутри. Такое ровненькое. Точно так же здесь я уже не с флизелином делала, а просто из два слоя белой ткани. И точно так же теперь вот укладываем все. И вот так вот все прошиваем. Белую, потом цветную. А вот это вот то, что я вырезала из зеленой сердечко, я сверху нашила отрезок флизелина, кусочек. Точно так же скалываю все булавочками, проглаживаю, проклеиваю. Потом беру бордовую ткань, обвожу свое сердечко так, чтобы у меня размер подходящий был. Вырезаю квадратик вокруг сердечка, заготовочку делаю. У меня такой, я не знаю, что это типа футера, потому что одна сторона гладкая, вторая такая вот мягенькая, пушистая. Прикалываю это с обратной стороны сердечко. Я, кстати сказать, немножко ошиблась. Надо было его побольше делать, не такого размера, как я нарисовала сердечко, потому что я собираюсь стягать, а при стежке все это дело сжимается. И я вроде знала это, но вот в этот момент я забыла. После того, как я все простегала, а стегала я, кстати, нитками металлизированными золотыми, но намучилась с ними. Они постоянно рвались, потому что они тоненькие. Лучше бы я их не брала. Но результат хороший, мне понравился. Пришила обратную аппликацию сердечко со стежкой, обшила сердечко косой бейкой. И смотрите, какая получилась красота. Я уже сшила наволочки. Хотя, наверное, нужно было вот эту зеленую часть вокруг красного сердца тоже обшить такой же косой бейкой. Но хорошая мысля приходит опосля. Уже после того, как я уже сшила, и только когда я начала просматривать снятое, я поняла, что вот этот золотистый ободок вокруг красного сердца тоже бы выглядел очень красиво. У меня тут, видите, вот эти вот немножечко поблескивают ткани, они с такими блестючками, атласные кусочки где-то попадаются. И очень симпатично по-новогоднему смотрится. На этой тоже такие кусочки попадаются всюду и на этой заготовке. Сзади такая же подушка, как и первая, но, наверное, стоило бы вот эти белые сделать не белыми сердечками, а бордовыми. Тогда бы эти подушки смотрелись бы как подружки. Но они и так мне очень нравятся, они выглядят нарядно, по-новогоднему. И если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.